Всем привет, с вами Дэн, и как видите, сегодня у нас часы Tracer из Швейцарии, и это новиночка Tracer P68 Pathfinder, и причем версия, знаете какая? Первые часы Tracer с зарядкой от солнца. Давайте открывать и смотреть, вот они, брутальные, черные такие, прям стелс-часы. Ну что же, вот такая новинка. Стелс, да, и можно сказать, что это и милитари, можно сказать, что это туристические часы, и можно сказать, что это в целом, я бы даже сказал, глобально, если говорить, спортивные часы. Ну, явно расцветка, да, тональность и, конечно же, наличие компаса говорит о том, что это все-таки больше часы для неких таких приключений. Как видите, кольцо компаса здесь не просто так, как часто делают, когда вот у нас есть разметка и ладно. Здесь есть специальная головка у отметки 8 часов, и она завинчивается, можно ее отвинтить и дальше уже выставить компас. С щелчками, между прочим, она передвигается, так что все будет максимально точно. И я понимаю эту задумку, потому что если у нас есть кольцо компаса и у вас нет, например, GPS, у вас нет сотовой связи, ничего вообще нет, то вы, в принципе, можете выставить, получить вот такую вот альтернативу компасу. Рекомендую, кстати говоря, перед тем, как вы куда-то идете в поход, обязательно посмотреть в целом очень много таких вот подобных инструкций, как пользоваться компасом на часах. На самом деле, может быть, когда-то и пригодится, это немаловажно. Ну, здесь мы отвлекаться не будем, да. В общем, полезная функция, и она действительно сделана и реализована так, как это должно быть. Но дальше. То, что действительно важно каждый день. Здесь в этих часах есть зарядка от солнца. А значит, что буквально посветит вам либо солнце, либо искусственный источник света, и часы начинают заряжаться, начинают ходить, никакая батарейка, соответственно, не нужна. И производитель заявляет, что достаточно 1 минуты всего света, чтобы часы полностью разряженные начали идти. И знаете, я вот когда об этом прочитал, я впечатлился, потому что вот те же самые G-Shock, которые я обожаю, которые часто ношу, там иногда бывает, что они должны полежать, ну прям так целую, да, там несколько часов, чтобы они пошли, если полностью разрядились. А здесь 1 минута, это круто. И запас хода в полной темноте 8 месяцев. Ну, понятное дело, здесь Trigalite. Tracer это вообще создатель, да, точнее компания, которая владеет часами Tracer, MB Microtech, она создала Trigalite подсветку, то есть подсветку в тритиевых тубах, которая служит до 25 лет и через 12,5 лет где-то половину яркости теряет. В этом плане, кстати, вы всегда принимайте во внимание то, что если часы, допустим, лежали где-нибудь на складе там несколько лет, то, соответственно, этот срок уже в любом случае идет. Да? Не удивляйтесь, когда вы в каком-нибудь там дискаунт-магазине на распродаже где-то что-то купили, у вас там через несколько лет тритий потускнело, потому что часы просто старые. Поэтому лучше брать, конечно, в официальных магазинах новые часы. Но немножко отвлеклись. Да, здесь Trigalite, здесь тритиевые тубы. И, соответственно, на метках, на стрелках и у вас всегда будет работать подсветка. Независимо от того, были эти часы на солнце, не были, 2 часа, 3 часа, 5 часов, они всегда будут светиться. Причем не ярко, что, с одной стороны, не раздражает, например, когда ночью вы смотрите. А с другой стороны, ну, выдерживается эта самая стилистика стелса. На самом деле, я люблю тритиевые тубы, тритиевую подсветку. Да, она не такая, может быть, там бомбическая в ночи, иногда как что-нибудь яркое там от сейка, но сейка через там 3-4-5 часов погаснет, а тритий будет все равно светить. Плюс у нас к стелсу, конечно же, это покрытие. Здесь сталь 316L, но сверху PVD покрытие полностью, да, и по корпусу идет, и по головкам, и по застежке у нас все с покрытием. Выдерживается такой брутальный, да, солидный, серьезный здесь у нас вид, да, мужской, сдержанный. Вот. И 100 метров водозащиты, так что можно плавать и не глубоко нырять в таких часах. Сапфир с внутренним антибликом. И, собственно, что сказать про цену. Да, ритейл в России от 68,5
тысяч рублей. Ну и самое время сказать, почему от 68,5. Да потому что есть несколько версий. Вот эта версия на каучуковом ремешке. И, кстати говоря, здесь каучук мягкий, плотный, такой широкий. И это удобно, когда вы вот именно в туризме, вода, пот, все, это прям супер. Но можно выбрать и версию на тканевом ремешке. Да, здесь ремешок НАТО, достаточно широкий, кстати говоря. И он, как мне кажется, лучше иметь два ремешка. То есть в базе я бы брал, конечно же, каучук, потому что если вы берете часы для туризма, для путешествий, то каучук — это, конечно, выбор номер один. Но если хочется чего-то разнообразного, если хочется немножечко, да, оттенить вот этот черный дизайн, например, сделать вот как здесь такой светлый, да, уже в светлых тонах, по-другому часы будут смотреться. Конечно, менее практичный такой ремешок, чем каучук в базе, да, вот. Но тем не менее, как вы видите, по-разному немножко эти часы смотрятся на разных ремнях, поэтому я бы пробовал и так их носить. В принципе, можно изначально покупать и, если вы хотите, на этих самых текстильных ремешках. Ну и самое время теперь уже посмотреть размеры, потому что часы не самые маленькие, но, естественно, не самые крупные. 45,5, да, у нас 45,6 по диаметру. Высота 12,5. От ушка до ушка, думаю, 24. Да, 24, точнее, между ушками, да, ремешок у нас такой. И от ушка до ушка получается 55 практически. То есть это не самая маленькая модель, но тем не менее, с учетом того, что здесь компас, с учетом того, что здесь по всему циферблату как раз под ним находится солнечная батарея для зарядки, это вполне себе обусловлено. Ну и плюс мы же говорим с вами не о часах под костюм, мы говорим даже не о спортивных, прямо в таком смысле, когда вы с ними бегаете, например. Мы говорим про туризм, поэтому в туризме часы покрупнее — это вполне себе как раз-таки правильно. Ну, посадка удобная, смотрите, да, ушки загибаются, плоская задняя крышка, и ремешок крепится немножко под углом вниз, поэтому посадка удобная на среднее запястье и на крупное запястье. Если запястье небольшое, то, конечно, я буду рекомендовать сразу брать именно тканевый ремешок. Мое запястье 18,5, но каучуки удобные такие, достаточно легкие, знаете ли, и плотный такой, толстый, хороший, качественный здесь каучук. Давайте сразу глянем по весу, а потом уже посмотрим, как смотрится вторая версия, это именно на тканевом НАТО ремешке. 126,5, немного, но на запястье они чувствуются. Мне нравится это ощущение, ты понимаешь, что у тебя стальные часы на запястье. Ну, задняя крышка здесь достаточно простая, основные характеристики: Tracer, да, H4 Watches, Swissmade, естественно, вдруг кто не знает, ну и все номера здесь также указаны, да, по этим часам. Мягкий, кстати, здесь ремешок, хороший, мне нравятся такие ремешки, знаете, не на ощупь такие же, как вот ремни безопасности в автомобиле. Это самая лучшая версия, она очень-очень приятная. Но летом, конечно, лучше будет каучук, потому что эти ремешки плотноватые, если мы говорим именно про летний вариант носки натовских ремешков, которые вот именно такие шелковые, знаете ли. Ну и вот вариант на натовском ремешке, приятно. И вот в этом исполнении, конечно, уже подойдет и на небольшое запястье, потому что, ну, он более такой гибкий, он более тонкий, и здесь вариаций намного больше. Поэтому, если что, смотрите, примеряйте, но я думаю, что как раз в этом исполнении на небольшое запястье будет окей. Но он более универсальный в этом плане именно для этой конкретной модели. Несмотря на то, что у нас циферблат тоже такой стелс, да, но здесь, знаете ли, чувствуется объем, при этом скошенный к нижней части циферблата как раз компас. Центральная часть с такими прорезями, да, под которыми уже эти идут фотоэлементы, которые заряжаются. Стрелки полускелетонированные, и они разного цвета, плюс здесь тритиевые тубы, поэтому с читаемостью даже при темном, да, помещении проблем не будет. Контрастная яркая дата, опять же, здесь это все понятно. В целом, знаете, с читаемостью, как мне кажется, сложностей нет. Ну, естественно, нужно немножко, да, присмотреться, привыкнуть, именно понять, да, что у нас часовая стрелка — это красная, да, наконечник, и более длинная, белая — это минутная. И в этом плане все будет окей.
Матовый полностью корпус с покрытием. Ну, понятно, что для такого плана, для такой специализации и дизайна это как раз, наверное, самый правильный выбор. Ну и крупные буквы здесь как раз указано Swissmade и Pathfinder Solar. Сразу видим, что зарядка от солнца. Сатинирование на стрелках. Стрелки тоже такие черненые. Полоскельтонированной в итоге у нас получается даже и центральная часть по циферблату. Ну и вот они, тритиевые тубы по меткам и тритиевые тубы по стрелкам. Несмотря на такой в целом спортивно-прикладной характер часов, в плане отделки, ну, в принципе, как и всегда, у Tracer все очень и очень прилично. Что касается подсветки, здесь, как видите, есть все-таки еще и суперлюминова, которая размечает компас. А уже метки и стрелки у нас идут с тритием. Ну и вот мы, собственно, смотрим сейчас, да, специальным фонариком подсвечиваем тритий, чтобы они были видны, потому что обычно тритий, особенно на видео или на фото, он не такой яркий, как суперлюминовый, он обычно на фотках теряется. Но здесь вот я вам специально фонариком показываю, чтобы это было вот как бы так поярче, позаметней. И что по итогам? Ну, мне, конечно же, нравится, что здесь сочетание триголайтов и сочетание зарядки от солнца. Это прям сразу очень интересно. Плюс стилистика, плюс дизайн. Вот такой вот он брутальный, вот такой однотонный, вот такой максимально сдержанный, не слишком вызывающий, не какой-то слишком крупный. Это мне нравится. Здесь нет какого-то чрезмерной насыщенности функционалом, как, например, в тех же некоторых G-Shock'ах. И это, наверное, тоже плюс, потому что, в принципе, если вы берете конкретно часы, которые будут вот, там, работать 8 месяцев, которые будут иметь компас, и у которых будет тритий, в принципе, они такие самостоятельные, да, у них все есть, и их не нужно что-то там заряжать, подзаряжать. Здесь в этом плане все окей, и при этом здесь нет какого-то излишества. Да, и эти часы, кстати говоря, несмотря на их вот такую вот направленность, в принципе, их можно носить и каждый день, потому что тем самым вы будете показывать, что вы, вот, дескать, любитель приключений, путешествия и всякого там экстрима. Но при этом они не будут выглядеть как вот что-то не соответствующее вашей повседневной одежде. И это, кстати говоря, тоже немаловажный такой плюсик. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, увидимся.